Сегодня прогуляемся по самой крутой барахолке Варшавы под открытым небом. Надо бежать, уже давным-давно рассвело. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Подписывайтесь на канал. Następny przystanek Koło. Продавцы уже выставили товары вдоль дороги. Но, конечно, большая часть рынка там, за воротами. Отсюда не видать. Сейчас мы как раз и направимся туда, искать сокровища. И вот мы уже любуемся великолепным фарфором. Два роскошных сервиза. Это, конечно, Майсен. Это всемирно известная мануфактура из Саксонии. В представлении не нуждается. О, а вот это что за чудо? Давайте рассмотрим поближе. Великолепная чашка с крышкой, которой венчает пышный бутон розы, возвышается на стопке тарелок, как на пьедестале. Еще бы! Это невероятно редкая находка. Крайне редко выпадает удача встретить такое чудо на барахолке, а не на аукционе. Вероятно, вы уже догадались, это шедевр от раннего Майсена, точнее, шедевр периода Марколини. В истории фарфоровой мануфактуры Майсен период, называемый периодом Марколини, связан с именем графа Камилло Марколини Ферретти. Граф был другом детства, пажом курфюрста Фридриха Августа III, а затем стал премьер-министром королевства Саксонии. 40 лет с 1774 по 1814 годы Марколини был директором Майсенской фарфоровой мануфактуры. На протяжении всей своей деятельности граф старался сохранить позиции мануфактуры Майсен на высочайшем уровне. Фарфор, произведенный на мануфактуре Майсен в период Марколини, пользуется огромным спросом у коллекционеров и очень ценится на рынке антиквариата. Период Марколини особо выделяется в истории мануфактуры Майсен. Изделия, созданные в этот период, отражают стиль неоклассицизма, который пришел на смену стилю рококо. Роспись стала очень детальная и натурализированная. Сюжетами росписи в основном были цветы, букеты, а также птицы и фрукты. Изделия периода Марколини имеют особую марку. На протяжении всего марколиниевского периода они отмечались традиционными синими скрещенными мечами со звездочкой между ними. Вот такая совершенно невероятная встреча с шедевром на барахолке. Чудеса случаются. А какая у вас была самая невероятная, самая запомнившаяся находка на барахолке? Поделитесь своей историей в комментариях, будет очень интересно. На этом столе Майсена пока не видно, но тоже есть чем полюбоваться. Вот эти маленькие тарелки-розетки от Оскар Шлегельмильх очень богато украшены золотом. Стол очень плотно уставлен фарфором. Здесь и мокопары, и чайные трио, и шкатулки, и вазочки. А вот здесь чайники от Розенталь, старинные. А вот это огромное роскошное блюдо с богатым золотым декором, это, конечно, Роллов. Продавец был очень мил и дал нам рассмотреть тарелку поближе. Тарелка 40 сантиметров, роскошно декорирована золотом, ручная работа. Продавец оценил эту тарелку в 110 евро. А на соседнем столе нам встретились вот такие интересные предметы. Ваза и миска от мануфактуры Хутшенхойтер. Обе на ножках, только у миски ножки львиные, а у вазы как будто сложены из рокайлей. Чувствуется почерк гениального дизайнера Карла Туттера. Кстати, мы рассказывали о нем в нашем видео, ссылочку найдете в описании. А эта ваза Терина на ножках и с пути на крышке
Конечно, впечатляет. Продавец уверял, что это старая Вена, и оценил предмет почти в 1000 евро. Однако достаточно много мануфактур имитировало клеймо старой Вены, герб династии Бабенбергов, щит с 3 горизонтальными полосами. Коллекционеры называют его улей. Хотите увидеть, как выглядит фарфор старой Вены? Посмотрите наше видео с ярмарки в Парме. Загляните в описание, ссылочки будут там. Эта барахолка оказалась богатой на совершенно неожиданной находке. Узнаете? Это чайник Минского фарфорового завода. Ручная роспись. Продавец оценил его что-то около 80 евро. Большая редкость в этой локации. Кстати, у нас хорошая новость для коллекционеров минского фарфора. Мы готовим видео с выставки сервизов Минского фарфорового завода. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. На барахолке в Варшаве также встречаются раритеты для коллекционеров-бонистов. Вот это самая крупная и красивая банкнота царской Российской империи. Государственный кредитный билет номиналом 500 рублей образца 1912 года. На банкноте изображен Петр I, поэтому в народе эти 500 рублей прозвали ласково Петенька. А это государственный кредитный билет царской России номиналом 100 рублей образца 1910 года. На банкноте изображена императрица Екатерина Великая. И поэтому эта банкнота широко известна в народе и среди коллекционеров как Катенька или Катеринка. Бонистика, то есть коллекционирование бумажных денег, очень популярна. Банкноты, они как документы эпохи. По ним можно изучать историю страны. Коллекционеров привлекает красивый дизайн банкнот, а также возможность найти ценные боны с особенностями номера и серии. А это роскошная фарфоровая корзинка для фруктов в ручной росписи от КПМ Берлин. Поднимать не будем. Она большая и довольно тяжелая. Такие вещи редко встречаются. Продавец оценил этот раритет в 390 евро. Интересный, очень красивый вазон. Немецкий, Эрнст Бонезёне. Очень красивые дельфины, интересная стилизация. Так их изображали в старину. Вот были бы они еще полностью золотые, вообще супер. Ой, а здесь что творится? Какой ажиотаж! Сколько людей! Что они тут все ищут в коробках? И ведь подготовились. Хватают что-то и сразу пакуют в сумки, в торбы, в тележки. Ищут и находят всякую всячину, не обязательно фарфор, а разные бытовые мелочи. Ведь в хозяйстве все пригодится. Бежим, пока не затоптали. Шутка. В этой части коробок уже полегче. Что тут интересного? О, целая серия тарелок птицы месяцев или месяцы года. Это сентябрь, черный дрозд. А какие тарелки еще есть, посмотрим. Все в фирменных упаковках, кстати. Это декабрь, снегирь. Еще. А это уже май, кукушка. И здесь на упаковке есть описание на 3 языках и фотография датского художника Оли Винтера, который и придумал эту серию тарелок для немецкой мануфактуры Хученхойтер.
Похоже, здесь все тарелки есть в наличии, все месяцы года. А здесь что у нас, посмотрим. Это январь, крапивники. Ну и хочется еще посмотреть, хотя все, наверное, открывать не будем. А здесь август, ласточки. Конечно, очень эффектно смотрятся эти коллекционные тарелки в оригинальных фирменных упаковках. Посмотрели, полюбовались, сложили обратно. И тут есть еще тарелки от Wedgwood. Но Wedgwood, конечно, более известен своим бисквитным фарфором, и у нас есть об этом видео. Посмотрите по ссылочке. А в этой коробке что за чашечки с блюдцами прячутся? Ну-ка. Совершенно обычные. Вот уже выглянуло яркое солнышко. И здесь еще много коробок. Можно занырнуть и посмотреть, есть ли там еще что-то интересное. Посмотрим поближе, что в этих коробках. Вот такой очаровательный утенок. Маленький очаровательный утенок, такой крошечный. Это гёбель. Такой хорошенький, но по глазури идет кракелюр, к сожалению. Поэтому оставим утенка и посмотрим, что тут есть еще интересного. Оболочка от морского ежа. А здесь фарфор. Здесь может что-то быть. Чашечки кофейные с букетами цветов. И это Тиршенройд. Посмотрим, может быть, есть еще к ним блюдца. А блюдца есть. Но как же их достать? Вот эта фигурка. Это баба с горшком. Чуть-чуть попросим ее посторониться. И вот здесь есть блюдца к этим кофейным чашечкам. 3 блюдца и там 3 чашечки. Комплекты. Что же еще? А еще, это же сразу видно, это же Саргемин, Франция. Это фаянс, не фарфор, но очаровательный. Форма чашки в стиле Людовика XV. К сожалению, мало того, что грязная, так еще и побитая. Что поделать? Идем дальше. Пока мы копались в коробках, чуть не пропустили на столе Катарину от Ваймар, но вовремя успели. Сделали только фото. Следите за распаковками, обязательно покажем видео. А вот это роскошное трио от Зарау мы успели только сфотографировать. Не успел продавец его распаковать, как это трио тут же купил коллекционер. Не торговался, а только радостно повторял, как же ему повезло найти такой раритет. Хотя бы фото мы успели сделать, и на том спасибо. Кстати, приглашаем посмотреть наши видео, в которых мы рассказываем историю этой легендарной фабрики и показываем нашу коллекцию фарфора Зарау. Ссылочки на видео будут в описании. Это блюдо Зарау отлично бы дополнило то трио. Интересно, нашел ли в конце концов коллекционер это блюдо? А там постепенно, может быть, и целый сервиз бы собрался, хотя декор очень редкий. Недавно мы рассказывали про технику декорирования серебром Silver Overlay
и показывали, как такой декор выглядит на фарфоре. А тут нам встретился декор с серебром на стекле. Пан-продавец был очень мил и рассказал, что эти роскошные предметы были произведены на знаменитой фабрике Йозефина. Уточним, она еще известна как Josephinen-Hütte. Пан-продавец рассказал, что много предметов от фабрики Йозефина, декорированных серебром, имеется в Карканошском музее в Еленей-Горе. При оказии обязательно заглянем. Там хранится совершенно потрясающая коллекция художественного стекла фабрик Силезии. Кстати, мы уже любовались силезским цветным стеклом и хрусталем на барахолке в Светнице. Если вы еще не видели наше видео, приглашаем посмотреть. Чудесный сервиз в стиле ар-нуво, декорированный кувшинками, напоминает, что это была самая крутая барахолка Варшавы под открытым небом. А впереди самая крутая ярмарка в Польше. Эту ярмарку с восторгом ждут коллекционеры со всей Европы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Пока-пока! Увидимся!